Так, ребят, я вас всех приветствую. Сегодня у нас эфир со свечами из мест силы, очень сильного. Шандарахнула меня ни с того ни с сего сделать расклад, ничего я не планировала сегодня. Вот. Но, тем не менее, чего-то меня прям посадили, давайте скажем так. Так, смотрим, по какой причине в преддверии праздника происходит с вами та или иная ситуация. Итак, добрый день всем, кто присоединяется. Хикари, мы с вами снова, как всегда. Значит так, ребят, здесь чистка, но чистка может быть с отягощающими. Чистка рода. Причем, знаете, от потерь, от горя, от разочарования, от проблем, от эгоизма, когда вы в сожалениях могли сидеть. Знаете, здесь чистка еще таких ситуаций, если... Ой. Ну, здесь вопросы тоже с потерей детей связаны. Либо на детей, когда делалось, понимаете, настойчиво так, блядь. Вы знаете, как последний этап перед победой, но препятствия есть. Последняя тьма перед рассветом в ваших всех делах. Это род чистится, потенциал идет. Но тут по справедливости будут рубить. И смотрите, король мечей, королева жезлов и рыцарь мечей меня интересует. Ребят, а здесь, смотрите, здесь все-таки нападки на ваше здоровье, целостность, энергию, потенциал, на вашу любовь, связь с родом. Вы медленно, но уверенно идете в род. Здесь все-таки по справедливости будут наказывать какую-то ведьму из вашего рода. Возможно, у нее была сила, возможно, она ее нарабатывала, у кого-то училась. Все туз пентаклей драла, видимо, так драла, что кто-то аж детей терял. Ведьму закрывают, и идет у вас перетрансформация в вашей семье. Все, что связано с детьми, с деторождением, с зачатками нового, любимого дела, творчества, понимаете? И тоже связано с родом, там, где и ваш пророческий дар убивали, понимаете? И прям перекрывали от предков духов рода. И тут фортуна крутанула в вашу сторону, понимаете? Вот. А что была возможность не вашу крутануть, а ну. Здесь была совершена работа, вот она была совершена перед лугнасадом. 3 дня, за 3 дня до, то есть это буквально 28-го делали, соответственно на новолуние, может за 3 дня до новолуния.
Работа обнулена. Здесь были нападки либо на вас, либо на ваших детей. Была программа. Команда работала, магов, да. Баба обращалась к магам, видимо. Тут, если на детей делалось, то почищается ситуация столкновения с социумом, с общением, с энтузиазмом, с любопытством, новой энергией, с проектами. Знаете, нежелание учить, нежелание что-то новое начинать, вечная ругань у ребенка, допустим, как вариант. Но здесь на защиту ребенка прям нападали, блядь, пиздец, да. Да. И это уже когда-то было. Если не с ребенком связано, это ваши проекты. Эта ситуация как будто бы уже было такое, уже делался такой ритуал. Либо обращались к этому же практику несколько лет назад, несколько месяцев назад. Здесь баба для короля Пентаклей хочет что-то поиметь. Стабильность нужна. Мужик теряет стабильность, и, видимо, бабки от этого не идут. Да, хотели, чтобы он победил в этой борьбе. Ему, видимо, совсем плохо. А ну что у него там? А ну что у него там, блядь, сейчас происходит? Сейчас мы все, блядь, разрулим. Не получается куда-то уехать, проекты не выходят. Бежит, что ли? Бежит, он в жертву бежит. Он что-то хотел, какие-то новые возможности. Говорит, я буду стойким, у меня есть новое предприятие, я смогу, я выкручусь, и все, и, блядь. А почему ты так ломанулся? Психи насчет императора. Я же император, да я же сильный, да я, блядь, наведу порядок. Да у меня есть яйца, и в жертву влетает. Соперничество, раздоры, понимаете, он с кем-то ругается. Что от тех людей ему грозит? Полное закрытие, 4 кубков. Но это, знаете, как в своем панцире на дне. Отшельник, апатия, в медитации. Здесь могли даже побить. Или побьют, вот-вот. Вот сейчас идет чистка. Можно, ну, там даже вплоть до болезни может быть. У ребенка, либо у вас. Тут его идею украли, и дело в том, что его прям... Слушайте, может на операционный стол, блядь, попал? Ого, и 8 мечей. Если здесь могли избить до, знаете, предсмертного состояния. На вопрос, живой ли 5 пентаклей, возможно, вообще убили. И идет знаете, вот это как может там что-то произошло, и как откатывает работа этой бабе, потому что на нее здесь нападки от других еще идут. В прошлом куда-то ездила, бегала очень быстро. Девочки, все-таки... Вы знаете, у нее иллюзии. Иллюзия — это ее сын или ее мужик. В общем, знаете, иллюзии по поводу 2 мужчин. Как будто бы они должны чем-то обменяться, и все получится. Она, видимо, она у кого-то заказала, а этот ее сынок или мужик еще у одного мужика. Да. Да. Ну и она в прошлом это уже делала, блядь, любовную магию, семью могла вашу разрушать, на детей нападать.
И такое ощущение, что учли и ее проеб из прошлого. Сказали, ты чё, блядь, уже хуевшая, блядь, совсем. Ты недопоняла слегка, да? Здесь реально кого-то вплоть до того, что кокнут. Или вот-вот на днях, или... Ну, энергия какая-то странная. Так, а ну-ка, теперь я хочу посмотреть на своем оракуле. Что тут у вас за ситуация? Блин, даже этот подвисает, даже чат подвисает. Ладно, там что перевернулось, то перевернулось. Хрен с ним. Потом уже посмотрим по ходу. А ну-ка. Нужно выдержать испытания. На голову могли влиять. Скоро все решится. Все проблемы решатся. С обидами, слезами, с разочарованием. У вас может быть ребенок обижен, знаете, если там бывший муж. Да, вот обида есть на своих родственников, там, на бабушек, на вот что-то здесь с этим. Здесь расставание с предательством, с обманом, причем можете не общаться, может ребенок отказался от общения с этими людьми. В страхах было, либо вы, либо, я же говорю, либо ребенок. В страхе загоняли темными, но здесь идет рост. В спокойствии надо пребывать, заниматься созидательным трудом, хотя крысы есть. Спокойно медитируем, мудрости достаточно, опыта тоже. Нужно поработать как мастер, почистить ребенка, если что. Крысы, которые лезут на ваш творческий канал, на ваш денежный канал, уже в нищету отправились, хотя интриги они не отпускают. У них расправа идет по сердечной чакре, скорее всего, что по чувствам ебанет, сердце не выдержит. Это ж вы выдержали, уж прошли трансформацию. А они не выдержат, потому что они слишком себя опустили на низкие вибрации. Просто не выдержит, видимо, что за мужичком и тетенька уходит у нас, да? Что еще тут? Заканчивается влияние какого-то мужика. С вампирами разлука. Здесь болезненное состояние прям. И выходите в реализацию. Болезненное состояние уходит. Здесь почистка вампирятины идет. Здесь почистка прошлых работ идет. Тьма закрыта. Если ребенок или если вы высокодуховная личность, то вы под защитами, а у врагов ваших духов злых подсылают, потому что с разбитым сердцем и зависть, бешеная зависть к тому, что вас высшие силы слышат, а их нет. Вам дают защиту, а им нет. У них ссоры идут, возможно, даже между собой. Если вы реализовываете себя, следят за вами, ждут, когда у вас будут потери. Когда вы попадете в неправильные отношения, понятно, чтобы в обязательства, в долги влезли, либо кому-то доверились, в кредиты, допустим, залезли.
Боги, 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 чтобы у вас деньги со всего мира не шли, то есть по интернету, чтобы не получалось зарабатывать, чтобы еще и бухать начали, и оборотни, и подселы, здесь игра с вами ведется, и чтобы в надуманных проблемах вы сидели, и чтоб хозяин кладбища не помогал. Ебать, сколько работы, это ж сколько бабок, блядь, это ж сколько готовились, сука. У них жизни, блядь, своей нет, походу. С ребенком, со здоровьем будет все хорошо. С вашим здоровьем то же самое. Продолжайте делать то, что делаете. Сплетни и так будут идти, но будет тяжело. У них в доме беда случится. Они поймут, что им да, прям по детям может бабахнуть. Там убьют кого-то. Убьют, видимо, чтобы было чем заняться, блядь. А было над чем подумать. Они поймут, что это как наказание за их ритуалистику. Вот теперь они поймут. Здесь люди не хотели этого признавать, что они неправомерно на вас нападали. А вот теперь они поймут. Им будет преподнесен такой урок, что у них точно это выгорит. Здесь какая-то ведьма будет в порочном круге бедствий. Было у вас предзнаменование зла, не идите ни на какой компромисс, не позволяйте к вам подключаться, у вас будет удача. Здесь какая-то ведьма, блядь, дохерячилась. Здесь хотели, понимаете, у высших сил торгануть. Торгануть, чтобы у них преобразовалась судьба, но они что-то там с помрачением разума, блядь, действовали. Не с теми связались по общению, ждут исполнения желаний. Потому что было плачено, потому что там знания есть у человека. Возможно, повторюсь, не первый раз делается такое. Предупреждения получали от высших сил, не лезьте. Что это за ведьма? Из вашей семьи, сука, в иллюзиях, блядь. Новости от рода ждите, эта баба будет в жертве. Вот эти тетки, есть мамы неадекватные, блядь, есть свекрухи, есть сестры бывших, там, и какие-то там еще бабы, живущие там с бывшатиной, или кто оно там ему является. Вот это какая-то херь подписала приговор своему ребенку. Старая она или молодая, похую. Ее предупреждали, их предупреждали даже кому они пошли платить. Не лезьте. Да похер, трасса похер дым, понимаете? Значит, у высших сил просят для себя спасения, а на подсказки высших сил они срать и плевать хотели. Во как. Вы нам дайте, ну не пиздите лишнего нам тут. Мы сами знаем, что мы молодцы. Вот понимаете, вот такое отношение к высшим силам у людей. Вот. Что вам еще? Отдохнуть надо. Отдохнуть, крупные сделки, договора идут с вами, у вас с родом будет. Новые договора, древо рода на новый уровень идет. Ох, они пиздили дофигища ресурса из вашего древа рода. Если есть общие дети, так вообще пиздец, блядь. Только за счет этого и жили. Знаете что? Нужно будет подсуетиться и где-то даже проявить эгоизм свой. И что-то попросить у высших сил, чтобы вот все стало на свои места. Либо если за детей, да, тут прорыв пойдет. Прорыва просите. Смотрите, ясность, прорыв, феникс, тут дракон и дьявол. Вот это набор карт, блядь, у меня еще ни разу такого не выпадало.
И смотрите, на 15-й Скоробей, возрождение богатства идет. Поработайте с 15-м. Сами развалили. А что сами развалили? А, вы 15-й от себя отгребли огнем. Огнем и деньги почистили. Что 15-й вам хочет сказать? Доверяй, говорит мне. Доверяй. Смотрят за твоим детищем, за твоими детьми, за твоим здоровьем. Это ненадолго. Скоро станет все на свои места. Хладнокровие прояви по поводу какого-то мужика. Тебе в поездке откроется информация о нем. Власть над другими людьми получишь. Ради своего лучшего будущего. Бумеранги отправляйте. Вот, что вам надо сделать на 1 число. Те, кто это все забирали, я спрашиваю, вот мне идет фраза «я тебе помогу» от 15-го. Я тебе помогу и достаю карту бумеранг. На открытие путей, дорог, судьбы. Жадно забирали. Здесь соперник, мужик, ключей ваших хотел вас освободить от тайных областей знаний, от высших сил. И что бы ты с ними делал, блядь? Привязал бы к себе и крал бы, пиздил. Это все под замком. Здесь мужик сдохнет, девочки и мальчики. Здесь умирает один, и потом за ним вторая следом. Если более молодая, расплатится, ну не знаю, как если совсем маленькие, может и вытащит. Если чуть постарше, дети, они на расстоянии от вас далеко. Ну, там у детей определенная сила подогнет психологически, там создания придут. Знаете, дети будут себя вести, особенно мальчики, это даже и девочки, как под приворотом. Сколько бы им лет не было. Ну, такие же будут показатели, понимаете, которые вы отслеживали на взрослом человеке. Короче так, бумеранги отправлять, деньги прокачивать, удачу, финансы просить, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Хотите себе, даже если у вас нету, я не знаю, нескольких сотен долларов сейчас, просто которые лежат чисто для себя на всякие пожарные. Сука, загадывайте себе дом, блядь. В любой стране мира. Просите, и дано вам будет. Вот не стесняйтесь, мне хочется сказать. Тут такие карты вот эти вот вышли. Тут вы имеете полное право. За детей просите. Сам 15-й поможет. Здесь вот эти карты, это вообще жесть какая-то. Это просто, у меня аж мурашки по телу идут. Будет вам прорыв, будет все. Ключей он захотел. Видите, здесь мужик заказывал отдельно, вы если бывший, то там и его мамаша или другая баба, которая с ним заодно, и она помочь, чтобы больше гамна накинуто на вас было, понимаете? Да, карты огонь, это прям не то слово. У меня прям по рукам вот здесь мурашки пошли от этих карт, и 15-й поможет. В поездку надо вам куда-то отправиться, сами знаете куда. Те, кто будут смотреть расклад уже в записи, там через некоторое время, значит, не ждите там колеса года, садитесь и езжайте. В ближайшие 3 дня максимум. Ой. Их зависть изнутри жрет, они мосты наводят к вам на сотрудничество, на связь, на подключки через нижние чакры. Им нужно продвижение в социуме, а не получается у них застой. Они не могут манипулировать людьми, манипулировать системой, не получается дать взятки, не получается своровать, понимаете, черную бухгалтерию. Не получается съебаться откуда-то, откупиться, чтобы, знаете, по балде не получить. Здесь люди меченые.
Ожидайте, будут новости от какой-то встречи, может быть, в интернете, об этих эгоистах, и вы прям обрадуетесь. Слишком не радуйтесь, ребят. Сразу же чистку делайте. Продолжайте делать чистку. И от какой-то еще бабы. Здесь и третья баба есть, блядь. Здесь третья баба есть. От ее еще воздействий почиститесь. Может, она вам и напишет. Она в шабаше в этом состояла, видать. Две бабы и мужик, значит. Либо практика. Мне кажется, это две бабы и мужик. Младшая, старшая и вот это вот, блядь, чмо. Плюс они там шабаш собирали. Для своего стабильного роста, блядь, понимаете? И попали в хаос, круговорот проблем. Думали, что урожай их ожидает. А интуиция подсказывала, что будет пиздец. Да, здесь люди из вашей семьи, мать вашу, здесь люди открыли ящик Пандоры, в закольцовки влетели. И это надолго. Это навсегда. Ящик Пандоры и молния, неожиданные события. Я вам серьезно говорю. И начало. Ну, дальше, ребят, если так взять, эти карты можно интерпретировать уже в загробном мире, когда человек, там идет определенная работа. Даже если, допустим, не загробный мир, а внутренний потенциал. Нет, где выход, там и вход. Здесь перерождение, блядь. Здесь реинкарнация, Валя. Да. Через Вселенную. А здесь человек когда-то посчитал кого-то другом, единомышленником, а там вот этот, кто умрет, он поймет, что возле него была суща, подсел, что он сам все развалил. Уже, знаете, видимо, в том мире человечек поймет, что виноват. Вы знаете, тот, кто умрет, он еще будет с того света защищать. Защищать от своих же. То есть, если это ваш бывший копыта отдаст, он будет, а его, допустим, там сестра, тетка, мамка припизнутые останутся в живых, он от них вас будет защищать и оберегать. Он будет как привязан, чтобы вам помогать. Чтобы, понимаете, чем больше ваших надежд будет осуществляться, проблем решаться, тем легче его душе будет. Воздействовал обрядами сам, чтобы вы в бремени были. Теперь он будет ждать, когда вы будете эти обряды совершать, чтобы это бремя остановить. Будет вам как помощь, ангел-хранитель. Отрабатывать, блядь, вот оно реально так и устроено. Вот отрабатывать будет. Либо перед вашими общими детьми. Там заставят, блядь, срать и за кусты держаться. Интуицию ощущайте, пожалуйста, свою. И здесь страдания, испытания, крест вот этот вот, который стабильно висел на роду. Видимо, будет он, да, здесь высший абсолют за этим стоит. Будет эта душа отпахивать, которая умрет. На себя возьмет. Понятно? Возьмет на себя. За злобу, за свою клевету, за месть, за ярость, в тоску, в муки души, в депрессию и в отработку кармических долгов, блядь. Вот так вот. Не тот путь выбрал, не то решал сердце. Сердце не послушал, вопреки сердцу действовал. Не все видел, не все понимал, говорит.
боролся, видимо, с вами и должен будет очиститься. Будет и от себя отсекать, и от вас еще отсекать. И если даже останется живой, на него будут все шишки. Она будет делать, а на него будет лететь. Допустим, он там в каком-то состоянии, не в адеквате, даже если ходячий, то как мертвец, блядь, будет, понимаете, овощ, просто ходячий. И здесь такой момент, что на человека, вот они будут делать на вас, либо на ваших детей, все туда будет отлетать. У вас, видите, там баба какая-то соперница и считала, это семья. Ребята, это семья. Вы, видимо, приняли важное решение. От этих жлобных куриц, блядь, съебли. Да, быстро как-то на что-то среагировали. А там по справедливости еще какой-то куропатки из этого семейства помоложе, блядь, попадется. Или к этой старой, не, помоложе. Попадется такая мадам, которая под масками такую грязь и по справедливости прям либо высветит, либо выльет на них. Там те, кто останутся в живых в этой семье, будут не живы, не рады, что живут. Куча воздействий будет магией на них, вплоть до того, что болезни, уродства, и они просто целеустремленно направляются к состоянию, когда они считают, что они лишние, неполноценные, им стыдно. Здесь позор, понимаете, если позор, то, блядь, наверное, на всю страну. Ну, может, не на всю страну, да, как бы сейчас страны другими вопросами заняты, но на весь свой регион так точно прогремят, блядь. Понимаете? Здесь какая-то грязь на них будет обнародована. Может, взятки там брала. Понимаете? Или еще что-то такое. Вот прям как по региону мне идет. Вот так вот, на весь оракул даже раскрыла. Вот это кому-то порхнет. И сердечная чакра, знаете, так немного побаливает. Хотя, что самое интересное, я понимаю, что это не моя боль. Это как подключки, знаете, отходят. Видимо, это все вскрылось, блин. А у них, да, Хикари, вы правы, они вызвали, откупиться не получается. Там идет, они нарушили договора, я вам больше скажу. Многие из них нарушили договора, быстренько решили, что им должны ангелы помочь, понимаете? Метнулись туда, эти темные стоят такие, алё, бля, вы что, ёбу дались, блядь, шкуры продажные, и дали пизды. И откупиться уже не получится от того, кого они вызвали. Слушайте, на места силы, на святые места, блядь, за справедливостью вам высшие силы помогут. Смотрите, магичить. Магичить Один выйдет с Одином, либо с Анубисом. Там, кого я смотрела там? С египетскими богами, пожалуйста. Одина можете, да любых зовите, кого хотите. Ну, здесь, конечно, темные выйдут. И пойдут сжечь. Ебать, это обнуление рода, здесь они нападали на детей, здесь за детей, и пойдет им пизда, и по детям пойдет. Дьявол, смотрите, род и дьявол. Здесь прям очищение ваше. Слушайте, кто смотрит, девочки, я вам, давайте, знаете что? Везите детей на место силы, хотя нельзя, не всегда можно. Но вот сейчас именно та ситуация, когда можно. Прям хватайте и везите на место силы детей. Не намного, естественно, то есть там свои правила есть. А ну, если повезете, то что? Преобразуется судьба ребенка, ну елки-палки, в силу войдет. Рунами работайте. Если дети маленькие,
на себя, ну, ставите руны, а оговариваете детей. Тоже верно это надо сделать. Как очиститься, как выжжется, это высшие силы и места силы там. А что с этим императором? Здесь, понимаете, здесь очень многие аспекты для ребенка почистятся. Статус, судьба, когда сам владеет судьбой. Здесь подселы были, блядь. Подселы были. Чтоб тому фартило, блядь, может, если это ваш бывший, то бывший, этому папаше фартило, а ребенок, чтобы сказать, ну, его-то судьба их не ебет. Ребенок тут мог, ну, вообще под откосу идти, понимаете, себе. Здесь магические силы, потенциал есть у ребенка. И это вы. Это потенциал вашего творчества какого-то. И здесь высшие силы помогут, ребят. Здесь детей, прям за детей. Так что вот такой вот, в общем, не тормозите, сники, блядь, и вперед на баррикады. Я думаю, что после этого расклада, кто вот сегодня, там, завтра его посмотрите до 1 числа, либо перед каким колесом года, кто попадет, да, на него. Тут, понимаете, я не знаю, это лет больше, чем 10, вот именно в это время, август, что-то делалось, блядь, на вас в августе. Из года в год, из года в год, из года в год, блядь. Понимаете, что-то с августом связано. В общем, вот так, ребят. Всех благодарю за внимание. Надеюсь, вообще по потоку зашло. Я вообще, я же говорю, просто садили, значит, надо было. В комментариях напишите, как у вас вообще. И тем более, если в ближайшие дни придут новости, что кто-то копыта откинул. Обратная связь очень будет даже мне тоже для себя отследить эти все моменты хотелось бы. Ну а там уже по вашему желанию. Вот теперь точно пока-пока и удачного всем праздника.